Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня один из рецептов лечо готовлю и делюсь с вами, так как было несколько у меня сообщений с просьбой рассказать, как у меня это получается, тем более, как готовят это в Бессарабии. Но скорее здесь не Бессарабия, а здесь Бессарабская и мой личный уже опыт с одной добавкой. Ну вот давайте по очереди. Мне нужен килограмм перца сладкого. Я беру красный. Он сладкий, ароматный, очень вкусный. Килограмм томатов. Снова же мои томаты. Это томат Белфорд. Мне нужно 50 грамм чеснока очищенного. Подготовила. И вот эту добавку, которую я начала использовать, и мне очень нравится, варенье очень вкусное, это агар-агар. Это никакая абсолютно не химия. Вот с этих пакетиков я делаю, это первый сорт, я готовлю свои препараты, биопрепараты. А вот это отдельно я купила, это высший сорт, и я его использую. Так вот, мне для килограмма перца и для килограмма томата, вот для этого лечо достаточно будет 1 грамма всего-навсего вот агар-агара. Агар-агар, как мне написали, это химия. Нет, это не химия. Это красные и бурые водоросли из Тихого океана. В Белом море, по-моему, они еще, эти водоросли живут. Вот это вытяжка из этих водорослей, высушка. И вот это сейчас очень популярно, в принципе, уже давно популярно, но у нас только оно появляется. Я несколько лет пользуюсь вот этим прекрасным продуктом, называют вот приправа, специи. Но в действительности это водоросли. И они помогают желировать и, кстати, консервируют очень хорошо вот приготовленные лечо, различные салаты в банках на зиму. Прекрасно смотрится, ну и сохраняет цвет. Ну как это делать сейчас? Что я делаю, чтобы сохранить цвет? Вот этот вкус краски, ароматы я сейчас покажу, в какой последовательности я это делаю. Ну, в первую очередь я очищу и томаты, и перец, и взвешу, должно быть чистого веса по килограмму. Я порезала лапшичкой такой вот, видите, где-то по полсантиметра. Такие вот толщина. Мои любят, говорят, перец лапшичкой открываем. Вот, перец у меня порезан, помидоры очищены, и вот они уже тоже готовы к измельчению. Чеснок очищен, поэтому я в блендер в первую очередь. Можно измельчать его и резать. Мне нравится быстро делать это. И сюда пару кусочков томата, чтобы хорошо измельчилось. Потому что мало продукта. Вот так. И сейчас вместе с томатом хорошо измельчается. Вот так. И теперь добавляю томат и еще раз. Весь оставшийся томат у меня вместился. И теперь я измельчаю дальше томаты. Получится, что чесночок очень хорошо пропитает все томатики. И будет такое совместное томатно-чесночное пюре. Что касается чеснока, тот, кто не желает чеснок, тот не будет ложить, и нет в этом необходимости. Тоже вкусно получится, но меня попросили поделиться тем рецептом, который готовят именно в Бессарабии. Здесь и болгары, гагаузы, греки, здесь только национальности, и здесь очень много блюд готовят, таких вот остреньких, поэтому томаты вот так с чесночком, и это лечо обязательно. Вот такой красивый томатный получился соус своеобразный, томатный сок. Это мои любимые Белфорд, которые очень мясистые и красивые. Ну и местная бессарабская кухня без паприки никак не обходится, поэтому и паприка, чили, очень много перца. Мне нравится вот этот перчик колокольчиком. Я выберу семена, порежу мелко, и сейчас все это вместе. Так как у меня казан занят, готовится жаркое, поэтому я вот все буду готовить вот этой кастрюле. У меня здесь готовятся небольшие порции. Вот таким образом заливаю вот то, что я измельчала. Ну а теперь 3 ложки сахара и 1 грамм агар-агара соединяю. Обязательно вот это соединение надо. И добавляю, вот как я варенье варю, я именно вот варенье и джемы в начале. Это позволяет сохранить цвет. И теперь ставлю на плиту. Агар-агар создает вот такие условия. Очень красивые получаются. Овощи натуральные сохраняются.
что ж, какой красивый цвет, закипело. Теперь я отправляю перец сюда. Когда перец закипел, добавляю ложку столовую уксуса, всего лишь столовую ложку уксуса. И перемешиваю. Обязательно вот эта последовательность дает возможность закрепить. Уксус сейчас будет закреплять этот цвет. И сюда же добавлю буквально неполную чайную ложку соли. О, сколько пара готовится. Ну и включаю на весь огонь, на огонь, чтобы все у меня хорошенько закипело. Посмотрите, как красиво цвет. Вот эта последовательность. Сначала цвет, а с сахаром сахар. Сначала вот с пектином, то есть агаром. Создает вот эти условия, чтобы овощи сохранили цвет, а чтобы закрепить эти все цветовую гамму и этот вкус, естественно, нужно уже уксус. И затем соль. Ну и еще ложку столовую подсолнечно рафинированного масла сейчас добавлю. Вот и масло здесь. Ну вот, сильно закипело полностью. Я делаю меньше огонь, вот так медленно кипит, и накрываю крышкой. И 20 минут я не трогаю, пусть томятся перчики с томатиком. Прошло 15 минут, вот такая красота тушится. Попробовала, нужно еще сахар, добавила еще 1 столовую ложку сверху сахара. В конечном итоге получилось 4 столовые ложки сахара. И вот так вот сейчас готовимся к тому, чтобы закрывать. Очень красиво и очень вкусно получается. Крышки кипят, чашка уже перекипела, и набираю вот это вкусное. Вот какое красивое, ароматное, необыкновенно именно местное такой рецепт, яркий, сочный, очень вкусный. Набираю в баночки и закрываю. Вот такое красивое получилось в баночках. Великолепное лечо. И сейчас я укутываю в теплые вещи для того, чтобы на сутки оно еще дозаривалось, готовилось, и тогда уже заношу в погреб. Ну что ж, приятного аппетита, готовьте очень просто и легко, и очень быстро уплетается, когда баночку открываешь зимой. За минуту его буквально разносят и съедают. Всего вам доброго, приятного аппетита. До новых встреч!